О, ТикТок. Это прям мне нравится. Вот этот рынок из всех, где я был, мне больше всего нравится. Ой, друзья, только что попробовал колбаску на шпажке, вы видели? Ой, я, видимо, ткнул в какую-то острую колбасу, ставить себе где-то на дачу и, держа в руках чашку с лимонадом холодным, качаться. Ты у меня не купил? Какой ужас, какой кошмар. Да, бачите, апетитно виглядає. Європа, якісно, документи має, все. Бачите, навіть прапор внизу. Ну ви молодці. Так, стараємося, працюємо. Друзья, всем привет! Паша на связи. Киев, Украина. Последняя суббота марта. И в этот максимально солнечный день я решил прогуляться по продуктовой ярмарке. Выйти на продуктовую ярмарку в Дарницком районе. Дарницком, да. Эту ярмарку мне посоветовала одна продавчиня, так сказать, которая продавала вышиванки. Я в другом месте с ней общался, в другом месте, в другом районе, и она сказала, что как вы еще не были на Ревудского, ну тогда вам обязательно нужно туда прийти, потому что там такие просторы, потому что там такие хоромы. Я ни разу тут не был, потому что это для меня вообще не ближний свет. Такой не ближний свет, что вы даже не представляете, какими видами транспорта и каким количеством я сюда добирался. Что я ожидаю? Я ожидаю увидеть какие-то вменяемые, адекватные цены, потому что, как говорят, если есть конкуренция, да, если есть большая конкуренция, то должны быть, должны быть и цены вменяемые. Если конкуренции нету, то могут цены и ломить высокие. Второе, что я ожидаю тут увидеть. Я ожидаю увидеть какие-то такие диковинные товары, диковинные продукты и интересные товары. Как мне сказала вся продавщиня с вышиванками, что тут кроме товаров, кроме продажи товаров, есть еще всякие, так сказать, интересные увеселительные мероприятия. Формата, например, шашлычки. Да, то есть можно прикупить шашлычки. Такого на рынках обычно не бывает. Это бывает в большей степени на какой-то масленице, на каком-то празднике. Вот мы как раз сейчас с вами и посмотрим. Зеленый свет. Видео, я не знаю, вышел он на канале, не вышел, скорее всего, уже вышел. С Лесной, с рынка на Лесной я туда приехал с самого утра. И зачем я туда приехал? Для того, чтобы застать не перекупов. И вы знаете, друзья, сало за 70 гривен я еще не видел в Киеве ни разу. Не просроченное, качественное, не тухлое, не вонючее, нормальное, живое, вкусное сало за 70 гривен. Там же, на этом рынке, меня отгоняли от продукции, запрещали, как обычно, снимать. Не буду я драться с продавцами, но сам факт. Ссылочка в всплывающей подсказке, ссылочка под видео в комментариях. А мы погнали. Кстати, друзья, пока не забыл, вы же понимаете, что для того, чтобы стимулировать, подталкивать меня к съемке новых видосов, вы можете прожать лайк, прожать вподобайку, да, это приветствуется, а также оставить какой-то фидбэк или коммент под видео. Сейчас, прямо сейчас я только доезжал, воздушная тревога объявлена была, слава богу, меня трамвайчик довез дополнительные 2 остановки, потому что 2 остановки вроде как немного, но топать тоже не сильно хочется. Воздушная тревога. Прямо сейчас в Киеве воздушная тревога. Снова Россия пытается сделать так, чтобы людям даже в выходной день жилось плохо. Давайте посмотрим, что нам тут предлагают и в каком количестве. Давайте бананки узнаем. 580. Это 585, да, бананка? Или вы не продавец? Я подумал, вы продавец. 585. Так. Ага. А вот это тут висит такая 250. Бананка от 250 гривен. По качеству такая. На годик, я думаю, хватит. Друзья, я не знаю, как мне идти с одной стороны, потом переходить на вторую или бегать, метаться то по одной, то по второй стороне. Наверное, я пройду по одной стороне, а потом на обратном пути пройду по второй стороне.
Я не буду прям все поголовно, все подряд снимать, потому что ролик выйдет на полдня, наверное, поэтому самое интересное, самое качественное для вас. Братья Стругацкие в наличии. О, удобно написали. Стивенсон, 5 том, Толстой. 40 гривен. Беляев, Человек-амфибия. А сколько вот это Человек-амфибия? Да. Два романа. Берите за 60. 60 гривен, да? Ага, Человек-амфибия. 2 романа, 60 гривен. Понял. Дякую. Так. Что это? Халва. Щербет 200. Арахисовая 250. Шоколадная 115. Самая дешевая халва 100 гривен. Самая простая, самая дешевая соняшниковая 100 гривен. По погоде, немного о погоде. Классная солнечная погода. Сейчас около 15 градусов. Через пару часов обещают уже плюс 20. И, честно говоря, мне вот даже вот в таком одеянии, видите, вот мне в таком одеянии сейчас все равно жарко. Так, яйца у нас 35 гривен. Только что был, кстати, на рынке домашние яйца 60 гривен. 55-60 гривен. Тут 35, ну, наверное, не домашние, скорее всего. Так, тяпки, смотрите, сразу для этого, для дачи. Вот такие вот. А сколько коштуется? 450. Понял. Рельсовая сталь. Да, но я взял в руки тяжкенька така. І рельсова сталь по 250 теж даю гарантію, не зігнеться, не лопне. Ага. Рельсовая сталь. От реально Клас. з рельсової сталі Угу. дуже хороші по якості. Бо з рельсової сталі теж є легші, мастер-тон, Ага. вони гнуться, лопаються. Я беру хорошу якість. Ну, я понял. О, отменили тревогу. Да? Ну, слава Богу. Все нормально, живем. Крафтовые сыры 500 гривен. Это у нас, что это у нас? Такое интересное. Вермишелька 85 гривен. Сколько тут у нас? 2 кило или килограмм? Килограмм, 1 килограмм. Выбачте. Ага. 35 гривен. Это, наверное, яблочное. Ой, яблочное говорю. Яйца. До 10-го, 24-го року. Лимонный сок 25 гривен. Фу, жара. Карась. Ничего себе, как килька. Карась 70. Сом 180. 2 сома осталось. Короб 150. Судак 280. Блин, снять куртку, что ли. Короб 160. Короб 150. Белый амур 140. Дышит, еще дышит. Карась 90. Карась 80. Ого, тут целые лотки с этими, с рыбой. Вот, кстати, удобно, когда, знаете, вот не по одной аллее люди идут, да, посмотрите, сколько народу, посмотрите вдаль, сколько народу. А когда разделено движение, и в большей степени люди туда идут по правой стороне, обратно идут по левой стороне. И я даже не представляю, если бы оба потока шли вот по этой стороне. Так, давайте посмотрим, что тут у нас еще есть. 140 короб, 15, не 15, 75 толстолоб. Карась 85 написано, да. Стейк сазан 320. Тут у нас соленая рыбка, печенка щуки, сом, судак 350 гривен. Класс. Такой запах просто вкуснейший на соленую, такую сушеную соленую рыбку. Ну, по рыбе я смотрю плюс-минус одинаковые цены, да, там толстолоб 85, белый амур 140, короб 140. Добрий день, а в яку ціну ці у вас некваліті? 30 гривень. 30 гривен, ага, так, Дурняк. понял. Дурняк. Да, 30 гривен это шара. 30 гривен это даже не 40.
Ведь как обычно продают, некоторые 45 умудряются, некоторые по 30. Так, олія. А скільки тут? 250 мл, 100 гривен, конопляна олія холодного отжиму, кунжутная 120, 250, пол-литра 240. Если вы не добавляете в салаты, пользуйтесь олеей, оливковая, очень вкусно. Не масло, ой, говорю, не масло, не сметана, а именно олія. Добрий день, а в яку ціну колотий? 55, 55. 45, пробуйте. Ага. Солодке, це темний горіх, беріть, пробуйте, він Так, а цей мед, от оцей, це різнотрав'я, да? Чи? Це садами, це різнотрав'я. Різнотрав'я. Різнотрав'я 95, садами акація 140. 140. Тут пів літра, да, десь? Це півлітрова. 700 грам півлітровий. Ага. Літровий кіло 400. Угу, дякую. Коржик, сыроежка, интересно. 25 гривен, одна штука. Народний екологічний продукт 23-го года, вересень. А що це таке? Це Знову фінік, Фінік. трошки меду. Якщо не проти, я дам на пробу. ні, ви розкажіть, а Знову фінік, ага. трошки меду, і потім до тієї вже основи є різні домішки. Варіант насіннячка, ви бачите, Мгм. льон, третій кунжут. Там ще є варіант. Понял. 25 гривен одна штучка. Ну класс, натуральная. Я думаю, что в разы лучше, чем конфеты, особенно если для детей. А в яку ціну ці яйця у вас? 70 гривень. 70 гривен. Воно стоїть Домашние, да? чесно, ідеально. Понял. 70 гривен. Очень много, вот я смотрю, друзья, знаете, очень много лотков, которых я не видел доселе ни в своем районе, ни в другом районе. Ну, понятно, там яйца там 36 гривен, это там плюс-минус есть всегда везде. Но вот какие-то эко-продукты, вот там вот это вот только что жижа из фиников замороженная и насіння, такого я раньше не видел, чтобы продавали на рынках. Добрий день, а в яку ціну у вас? По 500. Это ви самі, да, шиєте? Понял. Подяка від волонтерського руху незламний. Дякую. 500 гривен. 500 гривен это, кто у нас не ориентируется, делить на 38, на 39 даже, да? Это доллары, а делить на 42 это евро. То есть 500 гривен, ну это порядка где-то там 13 долларов ориентировочно, чтобы вы понимали. Оцените взглядом, насколько сегодня в Киеве классная погода в плане температуры. Очень много сейчас людей, вот пока я ехал, с детьми, с колясками, просто какие-то велосипедисты. Ну, я не знаю, это, наверное, первый день вот такой вот жаркий, да, до плюс 20 сейчас будет днем, который солнечный за несколько последних, наверное, месяцев. Вот такие вот, видите, 2006 год, 96-й. У меня, кстати, тоже где-то дома есть монеты. Я их не собираю, но у меня есть много, вплоть даже до жетонов зеленых или синих, я не помню, которые были 100 лет назад в киевском метрополитене. Вот девочка играет. Давайте спросим про курицу. В какую цену? 20 гривень за 100 грам. А курка в яку ціну у вас тушка? По 130 за 130 кілограм. це вінницькі домашні. Ага. Ну, воно я бачу, да, жовтенькі. Хлопчик печінка 180. 130. Хлопчик печіночка все є. Угу. Давайте А яйця в яку ціну? 50. від молоденьких курочок можна навіть пити. У мене дитина Понял. п'є. Так. Понял. Ну, яйца пить, наверное, не советую, но, видите, смотрите, красота какая, соленье. Помидорчики, говорю, огурчики 60 гривен, яблочки моченые или моченые 60 гривен, помидорчики тоже 60, капуста, одна и капуста, вторая тоже 60 гривен. Вот такая вот красота, смотрите, какая красота, класс. И ставлю респект тем продавцам, которые работают в перчатках, потому что это забота как бы о клиенте, да, о покупателе. Так, что у нас по рыбке? Давайте
посмотрим рыбку. Что это такое? Лосось свежемороженый 590. Это, не знаю, 410. Креветка 640. И 350 креветка. Но, смотрите, оно без холодильника. То есть час-два на жаре и все. И будет уже жесть. Так, надо, раздают, надо пробовать. Ні, дивіться, і може бути от така Така альтернатива. дегустація. Він трошки дорожчий. Да. Ну він типа йде самий правильний. Не знаю, или давно лежит, или жесткая. Лікарська, вона и в Африке лікарська. Ну, в целом колбаса вкусная. Ой, друзья, только что попробовал колбаску на шпажке, вы видели. Ой, я, видимо, ткнул в какую-то острую колбасу, закашлялся, отошел в сторону. Благо у меня термокружка с водичкой есть. Я не знаю, нужно предупреждать, потому что это опасно. Такую остренькую попробовал колбаску. Добрий день, а в яку ціну картопля у вас? 20. Так, а орешки, горішки? 50 не колотые. Ага, понял, спасибо. Давайте печенье посмотрим. Печево. Если бы я покупал пряник как абрикос 82, пряник полуница 82, пряники любые по 82, а печеньки у нас эклер 185, овсяная 88, пряники молочные 72. Так, банан 59, ну если вы смотрите видео, то понимаете, что банан, в принципе, он в магазине, он везде в такую цену. 59 и не меняется. Черемша. Купил в прошлый раз черемшу 20 гривен. Сделал один раз салат, что-то она мне, честно говоря, не зашла вообще. Кабачок 79. Капуста 79. Перец 129. Редиска 89. Не знаю, напишите в комментариях. Я загуглил, посмотрел эту черемшу, посмотрел, там яйца можно добавить. Ну, как-то, не знаю, ну вообще вот. Съел, ну так, чтобы в каком-то быть в восторге. Вот черемши у меня такого, не знаю, такого не было. Ну, друзья, я, честно говоря, вот я, наверное, иду, я уже иду, наверное, минут 20, и края я, честно говоря, еще не вижу. Тут сузилось, видите, разделение было вправо и влево, сейчас сузилось, и мы идем все равно пока по одной стороне. Ставлю палец вверх всем продавцам, которые вешают ценники, потому что спрашивать, вот, допустим, да, на сырах, каждый раз какой-то сыр твердый, ну, не всегда и не всем удобно. А так ценник вы видите сразу, раз посмотрели, ага, такой сыр, с дырками, не с дырками. Фасоль у нас 75 вся, да, чтобы не спрашивать. 75 вся, вот любая фасоль, 75 гривен. Что это такое? Чернослив с косточкой 80 гривен. И груши сушеные. Так, давайте посмотрим, что тут по мясу есть. Масло. Добрый день. Лікарська теляча 370, сардельки 350. А скільки тут? Тут півкіло, 350 десь? Півкіло. Ага. Сардельки. Сир. Гауда 520 гривен. А козі є у вас? Немає. Немає? Ми не по сирам. Сири це так, Ага. для розширення Понял. асортименту. Так, мясо по-домашнему 450, грудинка 430, снеки 88. Дякую. 88. Интересные такие снеки. Вот, кстати, лотки вот с зеленушечкой. Черемша, редиска. Нифига себе. Девушка купила зелень, прикиньте, на 430 гривен. Некоторые на эту сумму мяса покупают. У нее зеленушечки 430. Я не знаю, может быть в ресторан, конечно, куда-то, но домой такое количество зелени
Это мощь. Так, друзья, ну что мы, вот, я вижу шашлычки. Я вижу шашлычки, и мы сейчас обойдем и уже на обратном пути подойдем к этим шашлычкам. Посмотрим. Так, а тут что у нас? Морква. А в яку ціну по-корейски морква у вас? 15 гривень 100 грам. 100 грам 15. Так, а буряк? 100 гривень. Кілограм. Пробуємо? Ні, дякую, не треба. 100 гривень кілограм бурячок. Там за 100 грамм, а там за килограмм. Ну, такие вот дела. Очередь. Как вы думаете, зачем очередь? Давайте сделаем ставки. Мне кажется, это очередь за яйцами. Вот почему-то мне так кажется. Давайте посмотрим. Посмотрим. Я вижу сыры, я вижу молочку, я вижу творог. Вот такие вот лотки. Ряженка, сыр. Цены. Сыр домашний 120. Сметана 60, масло 340, сулугуня 240, сыр здоровья 230, брынза 280. Но, судя по тому, сколько людей, уходящих в закат, мне кажется, тут качественно. Я думаю, что сюда приходят те, которые действительно знают эту лавку, этот киоск не первый день. Яйца с машины. Обычно с машины продают арбузы и дыни. 42 яйца с машины. Ну, ох ты, ё-моё. Я посмотрел, где заканчивается рынок. Я не знаю, вам против солнца, наверное, конечно, не так видно, но у меня такое впечатление, что я не прошел даже половину еще. Слева у нас мясо, да, мы с вами сейчас пойдем в обратном направлении. И мясо, которое сейчас лежит на жаре в плюс 20, пытаются покупать люди. Давайте посмотрим, что у нас. Капуста молода 80, цветна 100, ну она дешевеет, была 150, сейчас 100, ананас 60, черри 120, черри так и остались, как были, клубни, полуница 200, грибы 50, огірки 160. 160 гривен, отличные огірки. Потому что сегодня я был на рынке, видел огірки за 80, но они, наверное, вне кондиции уже. Так, спросим груши. Добрий день, а груші, бачу, сушені 70 гривен. 70 гривен вообще идеальная цена. Кто знает мою историю о том, как я покупал груши в магазинах, не смог их найти и покупал, заказывал доставку со Львова в Киев груши, заплатил по 80 гривен и после этого еще заплатил, соответственно, за доставку. А тут бери не хочу по 70 гривен вообще и без доставки купил и ушел. Клубника. Полуниця. Дивіться, яка здорова. А полуниця звідки? З Греції? Так, дуже смачно. З Греції. Смотрите. Класс. О, такой запах. Вот бывает, знаете, клубничка совсем пластиковая. И вообще она без запаха. Ты даже на вкус кушаешь. Эту я, конечно, не пробовал. На вкус пробуешь, и она вот реально как пластмасса. Ну и плюс без запаха. Вот это я подошел. Даже на расстоянии, в метр, я чувствую уже запах. Не знаю, насколько она химозная, не химозная, но полуниця начала появляться. Из цены 350 гривен она постепенно начала уменьшаться, и на сегодняшний день уже стоит 200 гривен полуниця. Вот так вот. Так, я подхожу к краю рынка, к противоположную от того, где я зашел. И тут я вижу вот такие вот, видите, кусты с ожиной, с всякой лохиной, с голубикой. Очень удобно, кстати, для тех, у кого есть дача и кому не нужно ехать в разного рода
питомники. Тоже вышел, закупился морковочкой, закупился красной икрой. О, смотрите, красная икра 380 гривен за 500 грамм. Все есть, все, что хотите. Сейчас дойдем до мяса, дойдем до сала, узнаем. И дальше дойдем до шашлыков. Я только что был на рынке на Лесной. На Лесной я туда приехал с утреца, чтобы застать не перекупов, а обычных продавцов. И там я видел сало. Сало за 70 гривен. Четкое, не вонючее, не просроченное. 70 гривен килограмм сала. При мне люди покупали, при мне люди пробовали, при мне люди нюхали. Сало за 70 гривен. А генеральское, которое стоит в нормальных, ну в нормальных в кавычках магазинах под 300 гривен, там оно стоило 120. Вот люди целыми лотками покупают, видите, яйца. Бой 20 гривен. И начинается 32, 38, 35. Я думаю, молоко. Давайте посмотрим. Йогурты. А в яку ціну ці? Йогурт. Це літр? 100 гривен. Литровый 100 гривен. Понял. А, вот тут, наверное, все есть, да? Молочко. А молоко в яку ціну? 30 гривен. 30 гривен литр. И если нужна бутылочка, да, 5 гривен за литр. Или 6 гривен за 2 литра. Вас без бутылочки никто не бросит, не оставит. Спасут и выручат. Так, а давайте спросим домашние соленья. Сок томатный. Сейчас девушка отойдет. Орехи Николаты 60 гривен. И здоровые 150. Тепер бабі легше считати буде вже. 1400, будь ласка. Спасибо вам за покупку. Добрий день, а в яку ціну ці у вас огірки? 100 гривень. 100 гривень. Це літрове? Ага. Це полторачка. А, полтора, Мішончики, да. А це двохлітровочка теж 100 гривень. 100 Тільки гривень. банки взамін мені треба. Ну я понял. Або потім... Так, а сік цей томатний? Оце томатний, а це оцей морс. Це морс, А, а морс. це сік 100 гривень за... 100 гривень. А морс це з чого він там? Це із квашених помідор. Ага. Він дуже острий. В основному для борща беруть. Але як ви любите остре, то я вам дам попробувати, ви попробуйте. 70 гривень ця бутилка. 70, а томатний сік, скільки ви сказали? 100 гривень. 100 гривень. Добре. Це ж кіло 200. Ні, не треба, я тільки що дегустував цю ковбаску, в мене ще гостре у горлі. Дякую. Це гостре, а це не солений, не сахар. Угу. Ну да, правильно. Так, друзья, мы с вами в целом посмотрели на овощи плюс-минус цены. Сейчас мы с вами окунемся в царстве мяса, сала, всяких ребрышек и тому подобных, которые у нас идут по правой стороне. Обязательно досмотрите видео до конца, чтобы увидеть, возможно, шокирующие цены. Но это не точно. Подходим мы к мясу. Давайте поспрашиваем, какие у нас цены. Добрый день, а сало в яку ціну у вас? 230. 230. Ага, зрозумів. 230 сала. Ну, так по-богатому, я бы сказал. По сравнению с рынком на Лесной, где сало за 100 можно купить. Посмотрим мясо, где больше народу. Там обычно дешевле у нас. Засуши? Да. 67. Ви завжди да. Ну, дуже рідко там мероприятия якісь, то дуже рідко. Село Погреби, Черкаська область. Вот такой вот. 67-65. Дивіться, 65. Значить, ще раз дивіться, отака 190 вся, отака 160, отака 100. Вам смотря на що? Запікати. Усе можна. Так продав. Подчеревина 160. Ого. І равно 200 рублів. А я вам сюди, да, положу? І ножка. Скільки вам?
Одну давай. Туди кидай. А, ну так тоді, короче, немножко. Тут виходить 760-750 гривень. Так, дайте мені зараз на Добрий день. А в яку ціну сало у вас? Сало 150-100. 100 це котре треба вже жарити, так? Да? Ні, в них сало дуже вкусне. Да? Ой, беріть. Ні, я знаю, що в них сало. Дякую. Я не буду пробувати. Вам що, зараз викати? Так, зараз на обід поїсти. Ось такий кусочок поїхав. Ви тут постійний клієнт, так? Да? Так, це навіть на всю ярмарку таких немає. Так що беріть, не пожалієте. Да, смачно. Я ж не кажу, не Так, постійно. я ось в м'ясо. Все, кидайте туди мені. Так, скільки мені скажіть? Кстати, сало только что мне дали попробовать. Вообще класс. Вот, знаете, бывает сало, пробуешь, оно безвкусное. А вот это именно вот такое вот чуть-чуть вот солененькое, не пересоленное, не сильно жирное, не сильно сухое. Вот мне понравилось. Действительно вкусное сало. Так, ну вот тут вот у нас, где начинаются очереди, тут и начинаются, наверное, вменяемые адекватные цены. Добрий день, а м'ясо в яку ціну у вас, скажіть? Таке 290. А гуляш скільки? 200 гривень гуляш, а шеяк 290. Кров'янка. Давайте запитаємо, в яку ціну. А, 170? Ага, дякую. Зрозумів, дякую. 170 кров'янка. Есть у нас любители такой колбаски? Вот, кстати, уже, видите, все распродали, уже складываются. А на часах, на минуточку, сейчас 12 часов дня. 12, друзья. Видите, уже некоторые складываются. Очень много, очень много. Если на обычном рынке, допустим, в моем районе, там с салом, с мясом, лотков, ну, я не знаю, ну, на пальцах одной руки можно пересчитать. Остальные, это, как правило, овощи, фрукты. То тут крайне огромное количество, можно поторговаться и выбрать, что по душе. А в яку ціну курка у вас? Курочка 120 гривень. 120. А сало? 250 и 100. Понял. 250 и 100 сало. Біток 170. Добрий день. А цей рулька в яку ціну у вас? 60. 60. А тут буде скільки? Тут кілограм 5, мабуть, да, буде? Ні, не буде. Буде. 60 гривень рулька, біток 170, лопатка 150. А сало 160. А 130 це його треба вже сьогодні їсти, да? Ну, вот смотрите, видите, вот я иду в один лоточек, спросил, добрий день. Добрий Заходьте, день. пан, якісні харчі, будь ласка. Так, а ну скажіть мені ці ребра в яку 150 ціну? гривень, прошу. 150. Так. І язик. Язик коштує 400 гривень. О, ну це взагалі нормальна Так, ціна. нормальна ціна, будь ласка. М'ясо дешеве, ось, будь ласка, 200 гривень, 250 гривень. Ага, Печонка 250, прошу. печонка. Вам що треба? Жіночка. Ось цю грудинку візьміть якісну. Дивіться, Грудинка. пані. Теж по 200 гривень. 200 гривень. Ось є така грудинка, 150, прошу. Де більше м'яса, прошу. Клас. Дуже все Да, бачите, апетитно виглядає. Європа, якісно, документи має, Да, все. Бачите, да. навіть прапор внизу. Ну ви молодці, Так, молодці. стараємося, працюємо. Все для людей. Добре, успіхів вам, успіхів. Дякую, пан, гарного дня. Класс, молодец. Вот с таким зарядом, с таким позитивом, с таким вот классной атмосфере, с классным отношением нужно продавать. И не так, как некоторые, знаете, о, ТикТок. Ну, во-первых, не ТикТок, ну, а во-вторых, у меня, кстати, в ТикТоке нет. Иногда мне, знаете, скидывают какие-то ссылочки на видосики, а я их даже посмотреть не могу. Я там даже не зареген. Как думаете, стоит зарегиться в ТикТоке или нет? Пакетики. Очень много пакетиков продают, потому что пакеты, я думаю, уходят просто налево и направо. По всьому базарі, да, так? По всьому базарі так чи ні? Ох, как мне жарко, вы даже не представляете. Я не знаю, я каждые, наверное, минут 5 хочу снять куртку и запаковать ее куда-то в рюкзак. Она у меня
длиннющие. В рюкзак не факт, что поместится, но, блин, думаю, раньше думаешь, чтобы вышло солнышко, чтобы было потеплее. А сейчас думаешь, хоть бы тучка закрыла. Вон, мужики уже, смотрите, в футболке. Уже не то, что в реглане, уже в футболках ходят. Ну, давайте еще спросим. Вот я по салу понимаю диапазон цен и по рульке понимаю диапазон цен. А рулька в яку ціну у вас, скажіть? 80 гривень. Ага, дякую. Так, а сало? 200 сала и 80 руль. Дякую. 80 гривен, ну, дешевле, чем в магазине. В магазине, если постараться поискать, можно найти за 99, чуть больше, чуть меньше. Но в целом, да, дешевле. Фундук 200 гривен за килограмм. Давайте спросим. А в яку ціну ковбаска у вас? 230 мужчина. 230. А що там, з чого там? Лопатка і задок. Ага. Сіль, перець, чесник, нічого. Дякую. Лопатка, задок, 230, сіль, перец. Все. Класс. Без всяких, если она действительно так и есть, без всяких химозы, без всяких там красителей. Пожарили и ни в чем себе не отказываем. Меня немного беспокоит, ну не то что беспокоит, а немного, как сказать, настораживает, можно даже так сказать, температура. То есть еще, конечно, не плюс 30 за окном, но думаю, вот буквально одни-двое выходных еще, и все, и вот уже будет необходимость в холодильниках. Холодильники на подобных рынках тоже привозят, ставят генераторы, то есть в этом проблем нет. Вот, кстати, очень удобно, видите, сюда можно зайти, взвесить то, что вам нужно. Проверочные весы на каждом подобном рынке, в каждом подобном магазинчике, в каждом подобном есть. Ну, а вот у нас цены на, смотрите, какая красота. Последний раз красоту такую видел на Масленицу. И плов у нас тут есть, и шашлычки. Сейчас посмотрим. Ох, какой запах, класс. Запах просто класс. А в яку ціну шашлик у вас? 90 гривен 100 грамм. Вот, кстати, цена. Шашлык 90, сосиски 70, картопля по-селянски 40 гривен 100 грамм, овощи гриль 50, лаваш 50, плов 70 гривен 100 грамм. Кстати, я готовил на днях плов в духовке. Представьте, плов в духовке вышел отменный. Хотите, в следующий раз запишу видео. Рассыпчатый, не слипшийся и в то же время супер мягкий. Интересно? Напишите в комменты. Запишу обязательно. Так, давайте посмотрим чернослив, родзинки, да, изюм у нас от 100 гривен, 130, 160, 180, 250, чернослив копченый, ну это для узвара, 110 гривен, сушеный 160, курага 150, так, дивіться. Чечевица червоная 90, зелена 60, рис 90, басмати 120 для плова. Вот рекомендую такой рис. Так, и по кешью у нас сушеная 400 гривен, гарбузовое насіння 300 и фундук от 400 гривен. Ну, цены как бы мне не с чем сравнить, потому что я, когда в магазин покупаю, то там плюс-минус цены, допустим, одинаковые. Я беру упаковку и погнал. Так, черный рис, вот, кстати, очень полезный, 190, соя 40, рис. Сколько у нас видов риса? Раз, два, три, четыре. Рисовый пластивцит даже есть. Ничего себе. Чечевица 90, маш 100. И тут тоже очередь. Очередь говорит о том, что тут или низкие цены, или большой выбор, или качественно. А может быть и все
3 в одном. И, как показывает практика, человек приходит на одно и то же место, де йому більш до вподоби. Где к нему отношение отличное, где есть выбор большой, где есть цены, где есть качество. Точно так же мы с вами все ходим по магазинам, да, берем какое-то одно и то же молоко, потому что оно нам нравится. Или берем один и тот же творог, или берем один и то же масло, которое не тает, или наоборот, которое тает. Оно нам нравится, мы этим всем делом увлекаемся. Так, а давайте посмотрим подставочки такие, в какую цену. 500 гривен такая подставочка у нас, такая у нас, видите, 60 гривен. Что у нас тут еще есть? Подсвечники. Подсвечнички. 300 гривен такой подсвечник. Красота, красота. Тарелочка. Посмотрим тарелочку. 1420. Легкая, красивая. Нет, я согласен, что цена должна соответствовать качеству. Круто, круто. Тарелочки 1500. У нас цельного куска дерева. Дякую. Класс. Ну, красиво, красиво. Единственный минус лично для меня, что их нельзя мыть в посудомойке. А вы же понимаете, что запахи какие-то, да, если это еда, жир там, и тому подобное, какие-то масла, они впитываются. Ну, в любом случае. Не через день, не через неделю, но они, конечно же, туда впитываются. И отмывать химией какой-то термоядерной тоже, ну, понятное дело, не сильно по фэншую. Поэтому, возможно, для каких-то овощей, для каких-то фруктов в качестве вазы, в качестве такого, знаете, праздничного декора для стола, да, можно использовать, но в повседневной жизни на завтрак, обед и ужин, наверное, не вариант. Березовый сок 50 гривен за 1,5 литра. Вот видите, такой бутылочки. Натуральний чистий сок. Класс. 50 гривен. Березовый сок. Дякую, дякую. 18 гривен картошка. Было 15 гривен на лесной. Для сравнения, в магазинах она стоит от 20. 20, там 25 гривен. Тут 18 гривен. Вот видите, даже такие бочки здоровенные. 40-70. Там 60 гривен. Это у нас помидорчики. Круто. Даже люди с такими повозками. Офигеть, я такую повозку даже не подниму. Люди приезжают. Лохина. Одна упаковка 30. Добрый день. Упаковка 30 гривен. А сколько тут? 125? 125. Так, это в пересчете на килограмм. Сколько у нас? Менше як 300 гривень. 300. Нормально. 125 грамм, 30 гривен. Дякую. 275, щось таке. Ну да, не, ну я понимаю, дешево, дякую. Киви 65 гривен, киви дешевые. Обычная цена на киви вчера был в магазине 100 гривен. Вот 100 и не подходи. Тут 65 гривен. Правда, они небольшие, маленькие, но в каждом свой. Он клубника 160 гривен. Только что мы шли по той стороне. 160. Добрий день, а в яку ціну бачу? Це Греція, да? Да. Греция 160 гривен. Клубничка, видите? Да, класс. Пахнет. 160 гривен. Ну, молодцы. Не знаю, может быть, сейчас я куплю. Единственное, мне не ближний свет добираться и вести ее вот так в руке в кулечке, наверное, я не довезу, скорее всего. Но 160 это вообще. Это вообще. Давайте тут запитаємо. Добрий день, а сало в яку ціну у вас? 150. 150, так. А рулька? 80. 30 Класс. 80 гривен рулька. Слушайте, кто меня не первый день смотрит, знает, что у меня в холодильнике, в морозилке постоянно есть рулька, которую я запекаю в духовке в фольге. Это очень удобно, без всяких изысков. И 80 гривен за килограмм. А если она 3 кило и больше, ну это вообще по-божески. Вяленая груша, 80 гривен. Вот такую вот я покупал для узвара. Вяленая.
Чернослив, яйца домашние 55. А яку ціну? 120 кілограм. Угу. Та я бачу, от, жовтенька така, як треба. Так, орехи колотые 140 и 200 гривен. Так, давайте посмотрим. Сало 120. Это у нас остатки, наверное, да? 50 гривен. Хек. Хек без луски 145. Дорадо 335. Креветка 350. Ну, нормально. Нормально, нормально. Везде. А в яку ціну рулька у вас? 80 гривень. 80 гривень за кілограм. Від цього? Скільки треба? А сало в яку ціну? То, що ви відрізали? Таке 180 гривень. 180. Таке 200. Ага. А таке з м'ясом? Це печеревочка Печер- 250, салко з 250. м'ясом 350. То 350. Так, прорізка. Дякую. Молодцы. Люди ходят не спеша, пробуют. Попробовали в одном месте, нет, не понравилось. И все нормально реагируют. Они так, как, знаете, «О, ты у меня не купил. Какой ужас, какой кошмар. И слышишь удивление. А что удивляться-то? Это ж рынок. Попробовал, посмотрел, приценился, прошел дальше. Добрий день, а сало в яку ціну у вас? 150. А почерьовина? А, я подумав, що це. Ага, так, а м'ясо, скажіть, це ошийок чи щось? Шеєчка вже немає. Нема. Це яблучко. Ага. Буженінка 180 гривень кіло. 180 кілограм. Дякую, дякую. 180 гривен, по сути, ну, вполне вменяемая, адекватная цена. Ну, сало, смотрите, друзья, я иду, вот весь правый край – это мясо. Мясо, 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 мясо. Класс. Это прям мне нравится. Вот этот рынок из всех, где я был, мне больше всего нравится. Тут, несмотря на то, что сейчас около часа дня, просторно, много людей, да, много ходит, классная погода, но места хватает всем. И места хватает всем, и лотков хватает всем. Поэтому, друзья, рынок на Ревудского, вы меня просили озвучивать, где я передвигаюсь. Это Дарницкий район, правильно? Вроде да, Дарницкий район. Приезжайте, я думаю, что вы не пожалеете. По обе стороны рынка, с одной стороны у нас обувь, с другой стороны у нас кусты для садоводов. Тоже, почему нет? Хоть это якобы продуктовый рынок, но почему нет? Приветствую такие вещи. И одежда, и кепочки, кстати, сзади были такие головные уборы. Очень актуально и продумано. Давайте спросим, почем корзиночки стоят у вас. Добрий день, а в яку ціну корзинка у вас маленька? 120, 102, а вот це середня? эти 200, тут 200, да? 120. Ну, я понял, да, Вот от это размера, 150, да, зависит. и вот это 150. 150, ага, спасибочки, спасибо. Там 1000. Да, я верю, спасибо. Да. Вот тут, кстати, да. Там, где арендаторы платят за аренду. Ох, посмотрите, какая красота. Красота. Кресло-качалка. Класс. Через энное количество лет можно купить, поставить себе где-то на дачу и, держа в руках чашку с лимонадом холодным, качаться. Вот такие удобные, кстати, столики. А в яку ціну, скажіть, будь ласка, оце? 5000. Класс. Ну, молодцы, что представили. Так, друзья, 5000 гривен – это около $130 примерно, да, плюс-минус, там, если делить на 38. Это по вот этому вот креслу, качалке. Ну, а в завершении, что я вам хочу сказать. Позади меня остался рынок, да, продуктовая ярмарка, продуктовый базар на Ревудского.
Проходит он один день с утра, там, с 8 утра там, где-то до 4 часов вечера. Тут есть все. Мне кажется, тут есть все. Если вам подобное видео нравится, если вы досмотрели до этого момента, я удивлен, почему вы до сих пор не подписались. Исправьте это. Вам 1 секунда, а мне приятно. Также вы можете поддержать меня. Прожмите палец вверх. Также вы можете поддержать меня, если вы напишите коммент. Да и в принципе мне интересно услышать от вас какие-то комментарии, какой-то фидбэк по ценам, по ассортименту. Удивлены вы, не удивлены по сравнению с другими видео, с другими роликами, с другими рынками, которые у нас есть на канале. Все, на этом все. Приятного аппетита, кто кушает. До новых встреч, в новых видосах. Всем пока.